привет, с вами Андрей, у нас NetHack. Сегодня я хотел бы рассказать про так называемую школу побега. Школа побега, собственно, в нее входят следующие заклинания. Это заклинание прыжка, заклинание скорости, заклинание невидимости, левитации и телепортации. Это, собственно, уровень. Прыжок 1, скорость, невидимость, скорость 3, невидимость, левитация 4 уровень, телепортация 6 уровень. Направление у них не направленное, то есть они кастуются на себя в большинстве случаев. Кроме телепортации, она может быть направление луча, тем самым вы можете на кого-то еще кастовать ее. Действия, которые стоит, чтобы прочитать, это получается 5 ходов за прыжок, чтобы прочитать текущую книгу, 10 ходов на скорость, 17 ходов на невидимость, 14 ходов на левитацию и 38 ходов на телепортацию. Изменение навыков. Изменение навыков — это так называемое усиление навыков. Оно происходит, собственно, про прыжок пока немножко непонятно, что здесь написано. Про скорость и левитацию, это с уровня так называемого скиллованный, она идет уже усиление. Это, скорее всего, базовый уровень, имеется в виду прыжок. Она уже начинает. Вот. А теперь более подробно остановимся на каждом заклинании школы прыжка, школы побега. Заклинание телепортации. Собственно, это 6 уровень, требует 30 очков магии, направление луч. Аналогично палочке телепортации. Чтобы прочитать, нужно 36, собственно, ходов. Чернил, чтобы написать эту книгу, нужно от 30 до 59. В NetHack книга заклинаний телепортации позволяет вам изучить заклинание телепортации. Это заклинание лучевого типа, которое можно нацелить на себя либо на монстров. Телепортация себя. Использование этого заклинания на себя имеет тот же эффект, что и действие телепортации по желанию или удар себя жезлом телепортации. Если вы не находитесь на уровне без телепортации, например, собака, вы телепортируетесь в случайную клетку на текущем уровне, в которой вы можете стоять, например, в вашей форме по умолчанию. Все зависит от того, что у вас за существо. То есть, например, если вы водное существо, соответственно, вы телепортироваться можете и в воду. Если вы, может, фазирующее существо, как, например, Ксан, вы можете телепортироваться и на стену. Телепортация по своей сути не контролируется, но если у вас есть контроль над телепортацией, это получается путем, например, кольца, либо внутреннего свойства, вы можете управлять его для управления пунктом назначения. Заклинание можно использовать на монстрах, его эффект аналогичен жезлу телепортации. Монстр телепортируется в случайный квадрат текущего уровня, на котором он сможет выжить. Основное отличие состоит в том, что как заклинание оно требует питания и магическую силу, а не зарядов палочки. Лишь очень немногие монстры могут сопротивляться эффекту. Смерть, мор, голод обычно телепортируются рядом с вами, а не в случайный квадрат. Вот эти вот 3 так называемых существительных — это всадники апокалипсиса, которые присутствуют на астральном плане. Однако учтите, что хотя заклинание может повлиять на алчных монстров, такие как демоны, большое количество видов, также может быть и ваш квестовый, не квестовый, а как он называется, квестовый враг. Обычно в этом нет смысла, поскольку монстр просто телепортируется обратно к вам в рамках своего следующего хода, если он умеет это делать. Как только станет доступен контроль телепортации, заклинание можно будет использовать в качестве основного метода перемещения.
До NetHack 3.6.2 стоимость была слишком высокой по магии, чтобы быть устойчивым для большинства персонажей даже с помощью Ока Эфиопии. Око Эфиопии — это квестовый артефакт волшебника. Как и в случае с большинством вещей, которые сжигают так много ресурсов, очевидным применением для него будет восхождение. Но есть два фактора, делающие заклинание менее пригодным для этой цели. Амулет Эндора не только блокирует 1/3 попытки телепортации. Это ваш артефакт, который вам нужно пожертвовать, вынести, грубо говоря, с башни волшебника, который вас будет преследовать, и вынести, грубо говоря, за подземелье на астральный план и пожертвовать своему божеству на алтаре. Но и увеличивает стоимость заклинаний по магии. В среднем удваивает их. Это означает, что заклинание фактически в 3 раза дороже в магической силе во время восхождения. Вместо этого в конце игры лучше всего использовать это заклинание, чтобы расчистить путь от монстров. Если вам не нужны опыт, внутренние качества или смертельные капли от монстра. Во время восхождения они обычно вам не нужны. Телепортировать его так же эффективно, как и убить, и гораздо быстрее. Заклинание можно использовать даже на нескольких монстров одновременно, если они выстроились в линию. На астральном плане, это, собственно, последний астральный план, это иногда идет сочетание с прыжком, образовавшегося в щель. Ранее в игре было 2 основных варианта использования заклинания. Один из них — это экстренный выход из опасной ситуации в надежде приземлиться где-нибудь в безопасном месте. На большинстве уровней вы с большей вероятностью, но не гарантированно, приземлитесь где-нибудь вне опасности. Имейте в виду, что без контроля всегда есть шанс, что вы приземлитесь на 1 или 2 квадрата и все равно окажетесь рядом с любой опасностью, угрожающей вам. Другой способ избежать разъединения областей, которые вам помогут возникнуть из-за хранилища либо узкого прохода, охраняемого монстром, с которыми вы не хотите иметь дело. Однако, поскольку заклинание 6 уровня, многие персонажи все равно не смогут его использовать до конца игры и будут использовать другие более доступные средства, как, например, палочку или сеть телепортации. Однако заклинание имеет некоторые преимущества перед телепортацией по желанию. Во-первых, вы можете использовать его даже если не соответствующий требованиям телепортации по своему желанию. В частности, многие игроки хотят избежать телепортита, пока у них не будет надежного источника контроля телепортации. Но заклинание можно использовать даже без телепортита. Во-первых, заклинание выигрывает от произношения без голода. Начиная с версии 3.6.2, выполнение обоих действий теперь требует одинакового количества энергии, что дает заклинанию еще одно преимущество. Следующая книжка — это книга левитации. Книга левитации 4 уровень. Заклинание 20 единиц магии требует. Чтобы прочитать текущую книжку, вам понадобится 12 ходов. Чтобы написать ее, вам от 20 до 39 единиц чернил потребуется. Она не направлена, то есть кастуется на себе. Эквивалентно зелью левитации. В NetHack можно прочитать книгу левитации, чтобы выучить заклинание левитации. Это заклинание побега 4 уровня, и для прочтения всего требуется 14 действий и примерно 12 ходов. Существует вероятность примерно 2,3, что случайно генерированная книга окажется именно книгой левитации. Для написания книги левитации вам потребуется от 20 до 39 разрядов магического маркера. Применение заклинания дает левитацию, аналогичную зелью левитации, в зависимости от вашего уровня навыка в заклинаниях спасения.
При базовом навыке или ниже применение заклинания левитации имеет тот же эффект, что и непроклятое зелье, давая вам левитацию на 10. Тут написано на 10149 больше ходов. Ну, скорее всего, неправильно прописано. Имеется в виду от 10 до 149 ходов. Возможно, больше. На уровне навыка или выше заклинание имеет тот же эффект, что и благословленное зелье, давая вам от 250 до 299 больше ходов. Левитация, возможность приземляться по желанию с помощью команды значка больше. Обе формы левитации отменяют полет. Вы получите предупреждающее сообщение, когда срок вашей левитации скоро исчезнет. Обратите внимание, что на момент применения навыков у вас должен быть соответствующий уровень навыка. Если вы применяете его на базовом уровне, а затем тренируете до уровня навыка, вы не сможете приземлиться по своему желанию, если примените его снова. Если не примените его снова. Имеется в виду приземление только с продвинутого уровня. Поэтому на базовом уровне у вас нет приземления по желанию. Стратегия. Заклинания обычно не требуются до середины игры, обычно перед входом в квест или в замок. Одно из возможных применений заклинания — левитировать над гравировкой Элберета, чтобы замедлить ее разрушение. Хотя это может быть мощно, если Элберет исчезнет после того, как вы наложили заклинание. Вы застрянете в воздухе во время этого действия. Это может усугубить боевые проблемы, для решения которых вам возможно использовать Элберет. Левитация обычно используется для безопасного пересечения воды или лавы. Вы получите предупреждение о том, что ваша левитация вот тут пройдет, поэтому следите за этим предупреждением. Особенно в таких сценариях. Хотя источник левитации является жизненной важной частью большинства наборов для вознесения и очень удобен в таких новостях, как остров Медузы, и гораздо для более поздний план воздуха, обычно разумнее использовать кольцо левитации либо левитационные ботинки, а не заклинания, поскольку они будут работать гораздо более предсказуемо. Не предсказуемо, а более долгий промежуток времени, пока вы не снимете соответствующие либо кольцо, либо ботинки. Применение левитации на базовом уровне навыка и ниже, то есть не на уровне неумелый, unskill так называемый, вряд ли вызовет проблемы на плане воздуха, пока вы помните о тайм-ауте. Также не особенно важно приземляться после выхода из плана, если, например, вам не нужно сбросить амулет Эндора для снижения энергозатрат для откаста. Опять же, как вы могли понять, амулет Эндора увеличивает затраты магии для кастов заклинаний. Если вы застряли в воздухе из-за использования этого заклинания и не хотите его ждать, вы можете приземлиться, используя раковину. Благословенное зелье левитации, или, если это возможно, поднять заклинание до уровня умелое и применить его снова. Книга заклинаний невидимости. Это 4-й уровень, 20 единиц магии. Оно не направлено эквивалентному зелью невидимости. Чтобы прочитать, требуется 15 ходов. Чернила, чтобы написать, от 20 до 39. В NetHack можно прочитать книгу заклинание невидимости, чтобы изучить заклинание невидимости. Это заклинание побега 4 уровня, и чтение книги заклинаний примерно 15 ходов требует. Это специальное заклинание для рейнджеров. Про это ничего особо сказать не могу. Скорее всего, какие-то дополнительные бонусы идут для рейнджеров.
Существует вероятность 2,54, что случайно сгенерированная книга будет именно книга невидимости. Книга невидимости всегда генерируется в сундуке на среднем уровне башни Влада Дракулы. Для написания книги заклинания левитации потребуется от 20 до 39 зарядов магического маркера. Учитывая то, что Влад Дракула вампир, соответственно, он по принципу похожий на вампира. Применение этого заклинания на любом уровне навыка делает вас невидимым на 39, от 39 до 45 и более ходов. На любом уровне навыка, то есть тут от уровня навыка это никак не зависит. Это заклинание может быть полезно, если нужна временная невидимость, которая не мешает вам входить в магазин. Существует множество источников как временной, так и постоянной невидимости. Например, с помощью палочки невидимости, кольца, плаща или зелья, которые более удобны. В худшем случае, если вы навсегда стали невидимым и это невозможно отменить, вы все равно можете войти в магазин, используя мумии либо телепортацию. Постоянную невидимость чаще легче получить, чем само заклинание. В частности, рейнджеры вряд ли будут активно использовать это заклинание, прежде чем найдут обертку от мумии. Одно из нищевых применений заклинания — произнести его перед поеданием трупа сталкера, чтобы сделать невидимость постоянной и получить внутреннюю способность видеть невидимое. Даже в этом случае другие методы для этой ниши более доступны по сравнению с этим заклинанием, не говоря о наличии кольца или плаща, который в идеале можно носить и снимать по желанию. Книга скорости. Это получается 3-й уровень, стоимость 15 единиц магии. Чтобы прочитать текущую книгу, вам потребуется 8 ходов. Чтобы написать ее, вам потребуется от 15 до 29 чернил единиц. В НТХ книга заклинания ускорения себя вы можете получить заклинание ускорения себя. Это заклинание побега 3-го уровня, и для прочтения требуется 10 очков действий. Это специальное заклинание для варваров. Эквивалентно зелью скорости, и оно не направленное. То есть кастуется на вас в большинстве случаев. Примерно в 3,36% случайно сгенерированных книг будет книгами ускорения. При использовании заклинания временно вам дается высокая скорость, и ее можно применять кумулятивно, чтобы увеличить количество ходов, в течение которых длится эффект. На уровне анскилл и базовый, так называемый неумелый и базовый уровень, эффект ускорения длится от 100 до 109 и более ходов. На уровне скиллованный либо эксперт продвинутый 160 или 169 и более ходов. В отличие от зелья скорости, оно не лечит раненые ноги, которые вам может кинуть Ксан на вас, либо когда вы попадаете в ловушки, так называемый биар-трап. Но все равно повышает вашу ловкость при использовании. Потому что в большинстве случаев, когда у вас раненые ноги, либо вы попали в ловушку, у вас падает ловкость. Ловкость сама в себе восстановится, но с помощью этого заклинания это можно сделать быстрее. Хотя большинство игроков NetHack достигают очень высокой скорости, надевая скоростные ботинки. Если вам нужна очень быстрая скорость и прыжки, например, на астральном плане, вы можете комбинировать это заклинание с парой прыгающих ботинок. Зелье скорости может быть столь же эффективно в течение требования короткого времени и не требует никаких навыков произнесения. Но для заклинания требуется только знание о нем и умение надежно его произносить.
Игрок с оком Эфиопии, свойство артефакт волшебника, может некоторое время стоять на месте и десятки раз применять ускорение, получая достаточное количество оборотов скорости, чтобы продержаться до конца игры. Это позволит ему освободить слот для брони для другой пары ботинки, например, ботинок хождения по воде. И процесс можно легко повторить к тому времени, когда они изнашиваются. Обратите внимание, что все, что снижает скорость, например, замедляющая атака тени или сбивающая атака камнями ногой, упирает все накопленные повороты скорости. Несмотря на то, что ускорение является особым заклинанием, большинству варваров сложно использовать его из-за штрафа за заклинание. Хотя заклинание можно произнести при достаточно высоком уровне навыка и мантии, вместо этого они могут выбрать сочетание скоростных ботинок с прыжком, что легче будет использовать. Книга заклинания прыжка. Это заклинание первого уровня, школа побег. Чтобы прочитать текущую книжку, вам потребуется 3 хода. Чернила, чтобы написать, вам потребуется от 5 до 9. Скорость 5 единиц энергии. В НетХак книга заклинания прыжков позволяет вам научить заклинание прыжка. Прыжки. Кастинг позволяет вам прыгать на другие плитки в определенном диапазоне. Ну, собственно, это заклинание позволяет вам прыгать на определенные плитки в определенном диапазоне, что позволяет вам обходить неизбежные ловушки и избегать более сильных монстров. Вы должны видеть место приземления, а это означает, что вы не можете прыгать вслепую и не можете перепрыгнуть через монстров. Вместо этого вы столкнетесь с ними, рассердив их, даже если они были мирными. Смотрите основную статью и ее раздел пути для получения более подробной информации о том, как приведет прыжок к контакту с монстром. Прыжок для совершения прыжка требуется D25 питания в дополнение к обычному штрафу за голод. Развитие навыка в заклинании прыжка позволяет вам прыгать дальше, как показано. Собственно, чем выше ваш уровень, соответственно, тем больше у вас дальность прыжка. Прыжок — это заклинание спасения первого уровня, и, следовательно, лучший выбор для улучшения этой ветки заклинания, однако не тренируйтесь. В прыжках в Собакане очень мало мест, где неприятная ловушка может быть размещена в неизбежном положении. Хотя задний вход в замок примечателен. Но в других ситуациях обычно полезно. Обратите внимание, что некоторые типы ловушек, например, огненную ловушку, невозможно обойти прыжком. Он находит применение при скоростных подъемах, это заклинание, где небольшое увеличение скорости имеет решающее значение. Прыжки на самом деле выполняются быстрее, чем в скоростных ботинках, хотя скорость сжигания питательных веществ слишком высока, чтобы поддерживать ее в течение длительного времени. Обратите внимание, что поскольку прыжок завершает ход, а не тратит одно действие, непрерывный прыжок означает, что вы не увидите никакой выгоды от скорости. В освещенных местах при наличии источника света прыжки обеспечивают отличный побег, будь то сам по себе или в сочетании с палочкой-телепортом для побега от окружающих толп монстров. Это особенно полезная стратегия на астральном плане, где стоимость питания практически не имеет значения и больше нет места для того, что можно было сохранять заряды телепорта. Чаще всего это делается с помощью прыжковых ботинок. Но заклинание имеет
большую дальность действия. Однако, вероятно, недостаточно, чтобы компенсировать стоимость магической силы, оставив ботинки в качестве превосходного источника, если вам не нужен слот для быстрой загрузки. Прыжки также помогают пересечь определенные специальные уровни, в частности острова Медузы, хотя в целом это не решение для пересечения водных уровней. Оно позволит вам добраться до замка и, возможно, даже войти в него, если у вас есть ударная палочка или аналогичный метод разрушения разводного моста. Чтобы войти в замок, нужна палочка открытия, либо заклинание открытия, либо вот, собственно, ударная палочка, либо заклинание ударное. Затем вы можете пожелать кольцо левитации или подобное постоянное решение для перемещения по воде. Прежде чем пытаться это сделать, убедитесь, что у вас есть обычный метод обнаружения подводных существ. Предупреждение работает хорошо. Нападение гигантского угря или текущего угря может завершить вашу игру почти мгновенно, а столкновение с подводным существом в воздухе может привести к падению в воду со всеми обычными негативными эффектами, как намочение вашего инвентаря, обдавание его водой, тем самым проржавеют все металлические предметы, как свитки смоются, как и зелье. Начиная с NetHack 3.6.2, варвары могут быть заинтересованы в изучении заклинания, поскольку они могут совершенствовать навыки заклинаний побега, что позволяет им потенциально применять вышеуказанные стратегии и тренировать свое специальное заклинание ускорения. Собственно, на этом школа побега закончилась. Всем спасибо. Всем пока.